Я поехала на круиз, чтобы забыться после расставания. А в итоге я вспомнила, кто я такая на самом деле. Этот круиз должен был быть таким отпуском-вознаграждением. Платьишки, солнцезащитный крем, фотографии в красивых круизных декорациях. Но что-то пошло совсем не по сценарию. Я приехала искать отдых, а нашла кое-что получше. Ситуация сложилась идеально. Подруга-туроператор искала попутчицу в 4-дневный рекламный круиз. Выход из Лос-Анджелеса, вдоль побережья Мексики, по всему Тихоокеанскому побережью и обратно. Абсолютно все включено, даже алкоголь. Я выбрала этот круиз как подарок самой себе. После всего этого, вот эти, знаете, расставания, разбитое сердце, сложности, типа, как жить дальше, ну и вот эти все истории. Обошлось все это в 400 с небольшим долларов. Почти как терапия, только с видом на океан. Все последние месяцы у меня было постоянное ощущение перегруза. Слишком много всего. Все метания, расставание, разбитое сердце, работа, клиенты, много людей. И я вдруг поняла, что я устала не от дел как таковых, а от себя во всех этих делах. Я так-то на виду вся такая бодрая, успешная, бегаю, все делаю, все меня видят, такой типа ей-ей-ей, давай. А внутри меня просто усталая тетенька, которой очень было нужно выключить мир хотя бы на пару дней. Мне срочно нужно было выключить голову. И я сказала «да» на предложение подруги. Большой красивый кораблик, all-inclusive. Кажется, все просто идеально. На борту 17 палуб, десятки ресторанов и баров, круглосуточные кафе, дискотеки, спа, аквапарк, живые концерты, вечеринки, дискотеки. Ну вот все, что только душе угодно. Все, чтобы развлечься или отвлечься. Я старалась быть нормальной круизницей. Смузи у бассейна, фотографии на фоне бесконечной воды. Кстати, Тихий океан не такой красивый, как Карибское море, достаточно серый. Завтраки с видом на океан, бесконечные походы в буфет, тишина, в которой никто ничего от меня наконец-то не хотел, каюта с круглосуточным обслуживанием. И первые сутки я честно старалась следовать всем правилам круиза. Просматривала список активностей, добавляла в свой календарь урок танцев, скалолазанье, обязательно забежать на викторину по песням Майкла Джексона. Господи, что я знаю про Майкла Джексона. Обязательно забежать на вечернее шоу. Словом, изо всех сил делала вид, что я наслаждаюсь. Но внутри было такое дикое сопротивление. Не хочу я ничего этого, не хочу. Пустота внутри. Даже в ресторане, среди сотен людей, я чувствовала себя как будто за какой-то стеной. Как будто я не здесь, я не со всеми. Мне не хотелось ничего, кроме тишины и океана. И я просто перестала делать вид, что я хочу вот этого всего. И стала делать того, что мне хочется. Села и замолчала. Я нашла дальний угол на корабле, солярий, куда даже детей не пускают. Села с книгой, с блокнотом, принесла большую фляжку воды с собой, яблоко и просто сидела там и смотрела на воду. Я помню тот момент очень четко. Рядом бесчисленное количество других турагентов, которые бегают с камерами и телефонами наперевес, снимают все подряд, советуются друг с другом, что еще важно об этом корабле осветить и рассказать. А у меня в голове одна только мысль.
А мне ничего этого не надо. У меня сейчас другие цели и другие приоритеты. Отвяжитесь от меня все. И вот в этой-то тишине я услышала себя. Все вопросы, которые я отодвигала на задний план месяцами, особенно после расставания, пришли ко мне обратно. Зачем я все это делаю? Чего я действительно хочу? Кто я сейчас? Этот круиз, не могу сказать, что он прямо изменил мою жизнь, но он мне напомнил, что я свою жизнь создаю сама. Каждый день, здесь и сейчас. Я не обязана быть эффективной. Я не обязана развлекать. Мне можно просто быть. Wow. That's so freaking amazing. И если все, что я хотела делать в круизе, это лежать на балконе и смотреть вдаль и читать, или даже лежать в кровати с видом на океан и читать, то я это и буду делать. Я вернулась другой, спокойнее, честнее, с ясным пониманием, что я больше не буду убегать от себя. Даже в 5-звездочный отель на воде. А может, это и есть настоящий смысл путешествия? Не туда, где all-inclusive, а туда, где можно наконец-то услышать себя и разрешить себе быть собой. Было ли у вас такое? Напишите или просто поставьте точку в комментарии, если вы понимаете, о чем я. И спасибо, что были со мной. До встречи в следующем видео. Пока-пока!